Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем. Неделя не такой большой срок, но все же раскроем подсказки карт и узнаем события ближайших дней. Будем при этом реалистами, всегда к этому призываю. Любой прогноз о личной истории, о всех перипетиях, тонких событиях, нюансах не передаст. Но рассмотреть альтернативный вариант определенно стоит, потому что жизнь наша, увы, не бывает полностью предсказуема. Что же для стрельцов? Давайте узнаем. Какая-то дружба у вас переворачивается взамен какому-то разочарованию. Вот смотрите, может о себе напомнить человек, которого вы хорошо знали. Может быть, это ваш друг. Не отказывайтесь, в принципе, от какого-то общения. И если вдруг вы встретили какого-то человека случайно, а прежде у вас с ним были контакты, здесь можно возобновить контакты. Хотя прежде вам человек мог чем-то не понравиться. Или, может быть, с ним была печальная история. У нас сейчас период планетарно такой, что к нам действительно могут возвращаться люди, которых мы прежде знали, или случайно себе напомнить, написать в одном из мессенджеров. Может, тот человек, о котором вы уже благополучно забыли. Но, может быть, именно с этим человеком будет и связан выход из каких-то, как зоны ограничений, как из какой-то обособленности. Девятка жезлов – это ведь всегда мы словно за невидимым забором, когда мы ни с кем не хотим общаться. Именно потому, что какая-то грустная прежняя история нас держит в тисках. Вот ваша задача – из этих тисков, из-за этого забора попросту выйти. Ну, для кого, по крайней мере, это актуально. То есть есть какая-то дружба, которая может быть продолжена. Это как минимум. Ну, а у кого-то это может быть и глубже, чем дружба. Может быть и личная история. Или какой-то, пусть даже это была прежде любовная история, мои дорогие стрельцы, но не получилось, не случилось создать этот любовный союз. И мы можем создать прекрасные дружеские отношения, как будто нам так говорят карты. Но неспроста человек появился в вашей жизни или о себе напомнил. Вам может захотеться то же самое сделать. И вы можете где-то так прочувствовать почву, могу я кому-то обратиться или нет. Вместо того, чтобы сидеть и думать, лучше действительно сделать первые аккуратные шаги. Ну, давайте пойдем дальше. Что важно знать, первая карта, или что важно использовать, какие энергии на этой неделе будут наиболее предпочтительны, или с чем вы можете столкнуться. Чего не избежать, неожиданности возможные. Чему сейчас не время, или это как позиция, что вам может помешать, а что вам будет помогать, какие энергии. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то бумаги, документы, энергия денег. Что в личной жизни. И карту совет достанем. Что же будет важно? Но вот карты живут своей жизнью. Поэтому тут действительно все люди, которых вы встретите в этот период, или которые объявятся, или вдруг вы о нем вспомнили, может быть, не случайно вспомнили, есть тема, которую нужно как бы продолжить. Может быть, и по документам, кстати, или еще какие-то, у каждого свои события, обстоятельства, когда именно всплывают словно те люди, которых мы знали. Или это могут быть просто даже ваши где-то далекие родственники. Да, это карта ностальгии, когда мы тоже ностальгировать можем, но все равно очень добрая карта, она говорит нам об искренних отношениях. Где-то концентрируя внимание на том, мои дорогие стрельцы, что вокруг вас должны быть люди искренние и надежные. Неожиданности. Начинания новые. Паш Пентаклей не такая крупная карта. Она не говорит о глобальном прорыве, но вот как раз о том, что отношения могут возобновиться впереди, шестерка чаш. Это точно. Есть какой-то интерес. И если даже, допустим, вам кто-то что-то предлагает на этой неделе, стоит рассмотреть,
пажу Пентаклей мы учимся. Пусть это даже новое дело, в котором вы не чувствуете себя профессионалом. По этой карте многие из вас надумать могут пойти на курсы или изучать какие-то новые навыки, как новое ремесло. Или, повторюсь, как и отношения, это может проиграться. Или еще один как вариант – ваши дети. Пусть даже подросшие дети. И ваше участие или помощь, какие-то дела детей, сообщения, может быть, от них. Но все равно есть какая-то динамика вперед. Есть определенно по пажу Пентаклей для вас, мои дорогие стрельцы, прогресс. Причем уверенный. Да, изучать что-то придется. Мы как будто только делаем в чем-то первые шаги. Но мы идем вперед. Великолепно. И тогда может, кстати, говорить о человеке, который вас готов поддерживать. Пусть духовно, пусть это моральная какая-то поддержка как раз по этой карте, но это тоже важно. Чему сейчас не время? Уходить в отшельника. Все то, что мы с вами говорили вот в самом начале, и, в принципе, обособляться. Не время таким, знаете, холодно самостоятельным энергиям, как и для личной жизни, может быть, как и для работы, или не время, кстати, на кого-то обижаться. Ведь по отшельнику здесь по нам философ показан. Тот, который умеет, конечно, жить в одиночестве, он доволен собой в каком плане? Потому что у него есть какая-то высокая цель. И он ее не променяет ни за что на какие-то мелкие дела или то, что не может быть продолжено. Ну да, вот эта позиция может быть принять во внимание, потому что вот это сочетание как будто может говорить для вас, что есть одна тема на этой неделе очень важная, и вам ее не нужно оставить на потом. И такой вот вариант. Ей нужно уделить внимание. И поскольку у нас паж Пентаклей, это может быть сфера работа и финансы, откуда к вам приходят деньги. Может быть как изучение, как вариант поиска нового заработка или у кого-то дополнительного дохода. Но в любом случае это подразумевается какие-то контакты. Поэтому, ну, где-то по отшельнику, да, нам комфортно, нам никто не мешает. Вот самое главное по карте отшельник. Мы где-то на своей волне, и никто нам палки в колеса не вставляет. И вроде как есть такой соблазн побыть вот в таких энергиях, но им сейчас пока не время. Что же вам будет помогать, когда вы найдете выход из лабиринта? И здесь как будто через практику лежит этот выход. Вы примете окончательное решение. И может быть тот какой-то прежний сценарий, вот, к примеру, если мы про отношения, что-то не пошло, не достигли взаимопонимания, то здесь вы можете договориться. Вы можете рассмотреть какое-то начало или допустить, по крайней мере. Здесь могут быть и очень глубокие разговоры, откровенные, именно на чистоту, карта искренности, все-таки мы говорим. И вы можете принять случайно для себя такое, ну, как мысль, что я прежде не понимал этого человека, а он просто не такой, как я. Он мыслит как-то по-другому. И для меня это было, ну, как-то совершенно или недопустимо, или непонятно. И в этом будет тоже своеобразный выход заключаться. В любом случае, туз мечей – выход из липкой паутины мысли, это точно. Или решение конкретного вопроса, как поступать в каком-то деле, вы уже узнаете точно. Это какая-то определенность, как минимум в одном деле, и это помогает. Дела, работа, бизнес. Да, наверное, помогает точно. И знаете, вообще хорошая по энергетике неделя, когда есть драйв. И вы его любите, мои дорогие. Вы любите, ну, где-то не сидеть так, скучая в уголке, а именно, ну, чтобы было какое-то движение. И вот это движение по рыцарю жезлов и проходит. Но, надо сказать, энергетика карты такова. Рыцарь жезлов готов к неожиданностям. Нам девушка показана. Она вот именно в предвосхищении этого драйва. Ей это нравится. Это для ее души
ну, наверное, как какая-то амброзия сказочная. И она добавляет себе этой энергии, стуча в огненный барабан, как будто себе прибавляя сил. Поэтому будьте готовы к неожиданностям, но правда, может быть, вам и придется быстро собраться, куда-то поехать, отправиться. Какие-то вопросы вы не можете отложить на потом. Мы только об этом говорили. Потому что рыцарь жезлов – это карта скорости, быстрого принятия решений. Ну, как быстрого? Не буквально основано на импульсе. Да, продумать нужно, но примите во внимание, наш мозг принимает решение в течение 15 секунд. Ну, так вот, физиология. Решиться на что-то, и для вас это будет, ну, где-то помогать. Помогать, потому что вы не упустите какой-то свой шанс. Или вы попробуете себя попросту в каком-то деле, и вы через вот эту апробацию или опыт поймете, что это будет. Есть смысл продолжать что-то или нет. Но по этой карте также как будто сил у нас, мои дорогие, хватит и на рабочие вопросы, и на то, что связано с документами. Единственное, чтобы не было разочарований и возврата к каким-то прежним энергиям, то тогда для вас нужно принимать как раз сторону оппонента беспристрастно. Люди не должны походить на нас. Но именно в этом и интерес жизни где-то заключается. Финансы. Выбор, да, выбор вы найдете. И, в принципе, что-то будет понятно. У кого-то в личной жизни на самом деле важное решение предстоит. Аркан влюбленные – это пусть на деньги. И здесь понятно у каждого по-своему. У кого-то это может быть пересмотр, к примеру, каких-то соглашений по финансам. Мы планетарно можем пересматривать брачные контракты, любые другие контракты, которые касаются работы, денег, внося коррективы для себя, какие-то плюсы, минусы, то есть, ну, как-то на других условиях. Может быть, и на работе вам будет что-то предложено такое, чем вы прежде не занимались, с какими-то новыми нюансами или обстоятельства. Сейчас же все меняется. Могут еще и каких-то дополнительных, ну, допустим, предложить вам быть ответственным за какой-то участок или за какую-то работу. И вы будете обдумывать, справлюсь, не справлюсь, стоит ли мне на это соглашаться или нет. Примите во внимание, определенно как будто лучше сказать «да», чем отказаться. Потому что нужно выйти из этого отшельника. Нужно в любом случае найти какой-то выход, а он приходит через опыт. Я не могу сказать, что мы однозначные вердикты выносим. Может быть, займите нейтралитет, если вопрос очень серьезный. Дайте себе шанс попробовать и при этом оставьте какой-то маневр при необходимости отступить полшага назад. Выбор сам по себе именно по финансам. Какой-то может быть, ну, у кого-то и банально тратить деньги или нет. Будьте реалистами, мои дорогие. Да, вот может что-то вас очень сильно вдохновить, но и вот эта движуха какая-то, так в целом, темп как будто вы набираете, или какие-то дела, которые были, ну, в некотором таком запустении, или, может быть, прежде ничто не двигалось с мертвой точки, вот здесь убыстряться может. Но попажу чаш – это приятные, с одной стороны, эмоции, но мы не должны заблуждаться. И если это касается совершенно людей тех, которых мы не знаем, не стоит строить грандиозные планы. Или если к нам вернулся даже человек в нашу жизнь, не думать, что человек-то тоже полностью изменился, а как раз допустить то, что он другой. И я вот сейчас я открываю какие-то новые для себя нюансы, а завтра другие нюансы могут открыться. И если мы это, в принципе, допускаем, то тогда меньше разочарований. Почему так говорю? Потому что есть то, что вас вдохновляет, есть то, что вам нравится. Приятные эмоции, хорошее настроение. Но для кого-то может проиграться так вот, как любовь, да? Но она такая эфемерная, как в образе словно. Две руки в образе держат сердце. И представляет наш молодой человек много чего, но в его представлениях у нас поросенок с крыльями. Понятно, свиньи не летают, мои дорогие, поэтому есть вместе с тем, несмотря на какие-то приятные эмоции, есть и жесткая реальность, которую вы не можете сказать, нет, этого не существует. Вы не можете на что-то закрыть глаза. Поэтому
в каком-то пункте вам нужно оставаться реалистом, но это не говорит о том, что вы уходить в отшельника, допустим, должны, и быть в одиночестве, или отказаться от каких-то контактов, взаимодействия. Хорошо, вы знаете уже какие-то пункты, которые вам не нравятся, но есть и то, что может быть продолжено. Вдохновитесь моментом, вдохновитесь радостью. В принципе, приятная неделя. Карта совет. Выйти вот из этой тройки мечей. Может быть, как раз тот человек, который эту тройку вам допустил, доставил, скажем, или какая-то грустная история. У кого-то личная, у кого-то может быть связано, кстати, с работой. А тут вам возьми и предложи что-то новое. Ну, знаете, вот все же я вижу, какой-то баланс стоит держать в плане попробовать вот что-то новое. Потому что, да, при этом не заблуждаться. Но словно пока не попробуем, не узнаем. И при этом мы себя храним, чтобы не было разочарований. Тройка мечей – это прежний период, когда было мучительно больно. Это какая-то болевая точка, которая долгое время была внутри вас самих. Она не заживала. И вот это сердце на сегодняшний день нам показано. Оно заштопанное, оно уже не болит. Но шрамы или прежний опыт, это мы никуда не денем. Это осталось. Но это сильная позиция за счет того, что нас уже невозможно ранить больше, чем когда-либо. Опять же, образ такой приглушенной краски девушки, которая кричит от этой душевной боли. Это все было. Где-то и карта говорит, здоровое равнодушие теперь уже приходит на место пережитым эмоциям очень тяжелым. И в этом будет ваша сильная позиция, потому что вас сложно, ну, словно еще раз обмануть, к примеру. Или вас сложно, ну, использовать, мои дорогие, не самое красивое слово, манипулировать вами, понимаете? Есть такое. Но и с другой-то стороны, вот эта пережитая боль, она не должна нас превратить в отшельника. Этому не время. Вот такой тонкий нюанс. Поэтому разделяйте где-то сознание и чувства. Разделяйте разум и сердце. Вот что-то примирить, может быть, поэтому как раз и говорит туз мечей, как и выход из лабиринта будет найден, или вот эта паутина мыслей для нас закончится, наконец. Прекрасная неделя, тем не менее, но, может быть, это ваше внутреннее ощущение, и, значит, разграничить что-то для вас придется. Выбор, по сути дела. Или вопрос, кстати, может быть по деньгам. Стоит ли мне кому-то давать деньги или нет? Тогда знаете что? Если вопрос стоит какой-то денежный, вкладываться или нет. Но чтобы не было потом заблуждений, тут нужно все четко просчитать. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.